Я приветствую вас, представители знака Зодиака Стрелец. Таро прогноз. Февраль 2025 года. Первые вестники перемен. Ключевые события вашей жизни. Ключевые или главные события. Давайте рассмотрим, что нам подскажут карты. Первая колода – колода ангелов, ангелов-хранителей. А вторая колода – колода добра. И мы на второй колоде будем дополнять значение, если это будет необходимо, к первой колоде. И февраль месяц, скорее всего, будет связан с такими энергиями, что мы примем, что на самом деле в нашей жизни есть что-то непознанное или необъяснимое. И мы можем, кто-то из нас верит в судьбу, кто-то не верит как раз и наоборот, фаталист. Мы можем верить в высшие силы, мы можем верить в интуицию, кто-то наоборот это все отрицает. Но, пожалуй, февраль может как раз сломать какой-то наш шаблон или наш стереотип, или заставить рассмотреть новые альтернативные варианты возможностей. Это происходит за счет Урана в Тельце, который с февраля месяца будет в прямом движении, и это само по себе означает ломку шаблона. И астрологически звездное расписание так на всякий случай нам предлагает пристегнуть ремни, поскольку, пусть это не у всех, но у кого-то может проиграться жизненная ситуация, которая напоминает слепой поворот, когда мы вынуждены совершить маневр, но еще не знаем, что же нас ждет за этим поворотом, или что нас ждет впереди, мы не можем чего-то предугадать, и нам остается только принять реальность. Давайте узнаем. Начнем с 3 карт, как ключевые события или важные события для вашего знака Зодиака в феврале месяце, как видят это карты. Или с чем это будет связано. Первая карта и первое событие, ключевое. Вторая карта. Важные, главные события вашей жизни, как это видит колода карт. И третье событие. Неожиданности. Следующая карта. Что вам придется адаптировать или что вам придется организовывать в вашей жизни. Какие двери, какие возможности перед вами откроются? Чему нужно уделить внимание, по мнению карт? От чего вы можете сами отказаться или вам придется это как-то реструктурировать, трансформировать, переводить в какое-то иное качество. И мы с вами достанем карту «Совет», которую откроем в самом конце. Итак, давайте будем узнавать, что же за ключевое событие, чего это может касаться. С одной стороны, нам карта хочет сказать, что добрые дела наспех не делаются. И семерка пентаклей или семерка земли, она всегда говорит о том, что к некоторым событиям нужно отнестись с спокойствием. Ну, может быть, для кого-то это касается подписанием, например, документов. Или часто как раз и проигрываются по этой карте какие-то согласования, когда мы вынуждены, опять же, соблюдать регламент или время. Вот если мы, к примеру, про документы говорим, то часто какие-то документы мы вынуждены ждать 5 дней, неделю, может быть, а то и 2 недели. Вот есть этот самый порядок какой-то. Не мы его установили, не мы его отменяем. Поэтому вот в этих случаях здесь нужно проявить спокойствие и терпение. Для кого-то из вас это важное событие, когда может, кстати, для вас прийти как мысль: все, я прекращаю какое-то ожидание. Наверное, все будет зависеть от того, что же это есть. Если мы говорим о пустом ожидании, когда мы просто где-то бездеятельно ждем, к примеру, что то, что нам пообещали, мы это получим, или нам пообещали чье-то содействие, и мы тоже ждем. Допустим, обещали устроить на работу. Ой, вот мы сидим, ждем, и работы нет, и обещания не сбываются. Похоже, и человек про нас забыл. Вот смотря чего это будет касаться. Но есть, с одной стороны, терпение, а с другой стороны, по этой карте есть какое-то непонятное ожидание. Видимо, баланс между этими двумя направлениями. Это как важное событие. С этого начинается февраль. Где же я, по сути дела, задать себе вопрос?
Или чего же я жду? Или на самом деле это какой-то регламент, и я в каких-то рамках нахожусь? Или это какое-то бездеятельное выжидание? Хотя я не могу, странно, я не могу сказать, вы ведь люди активные, более чем, вы оптимисты. Но мы все разные, это первое. Но и порой обстоятельства тоже нас словно притормаживают. Вот тут такой момент тоже может быть. Это как ключевое событие, может быть и правда. Есть какая-то задумка. К примеру, вы что-то изучаете, и тут тоже, пока не изучишь, ну, куда-то не перепрыгнешь, правда. И приходится где-то и себя немножко останавливать, проявляя терпение, говорить, что у тебя все получится, но ты, может быть, какой-то вопрос должен перед тем, как действовать, изучить досконально. Вот такое тоже ведь может быть. Давайте откроем вторую карту. Какая энергия у второй карты? Любовь. Ну, понятно, вот тут с учетом предыдущей карты может проиграться как именно какое-то ожидание. Ожидание того человека, который не придет, к примеру, такое я могу предположить. Или, с другой стороны, опять же, если мы смотрим двойка кубков отношения, это вы собираетесь встретиться с вашим любимым человеком, может быть, по какой-то причине вы на расстоянии, и тоже какой-то период, допустим, получения документов, у кого-то получение визы, например, может быть, вы в разных странах или на разных территориях, или какие-то обстоятельства жизни вас вынуждают закончить, допустим, одно дело, после этого вы можете поехать. Но если мы не будем связывать эти две карты, то есть и ожидания, я уже не повторяюсь, раскрыла эту карту, но ключевое событие – ваша личная жизнь. Это карта партнерских отношений, это карта эмпатии, это как мы понимаем друг друга без слов. И поэтому для тех, кто один или одна, всерьез задуматься о вашей личной жизни, вот конкретно призывает карта. Может быть, есть в вашем окружении человек, который и вам где-то интересен, но вы для него – это какие-то другие эмоции. В ваш адрес кто-то может как раз откликаться для того, чтобы, может быть, связать с вами жизнь. Или может говорить о том, что желание человека – это карта искренних отношений, понимаете? Поэтому у кого-то это проиграется именно любовная какая-то история. Но, безусловно, в принципе, партнерские отношения, пара нам показана. Это может быть и по бизнесу, и по работе, и какие-то договоренности. Вообще очень добрые энергии на февраль, со всеми договориться. Вот этот момент положительный. И, может быть, в зависимости от поставленных вами целей, намерений, вам придется договариваться. И тогда я могу сказать, некоторые двери вам именно откроются, потому что вы либо найдете почетный компромисс, либо сумеете что-то прояснить путем откровенных разговоров в любой сфере жизни. Но и если карта, мы говорим, эмпатия, то вас рады видеть, мои дорогие стрельцы, с вами рады общаться. Может быть, это вы заряжаете людей, пространство своим оптимизмом. Вы, правда, люди-оптимисты. И даже в самых патовых ситуациях вы не теряете силы духа. И, может быть, это просто вашему окружению будет необходимо. Но все же карта больше направляет в разрез тех отношений, и неважно в какой сфере жизни, когда присутствуют двое. Или как аукнулось, так откликнулось. То есть взаимообмен, мы говорим. И если вы что-то сделали хорошее, доброе, то человек в вашу сторону, он тоже должен обладать какой-то долей эмпатии или участия в вашей жизни. Вы можете пересматривать просто так вот тихо, спокойно, с учетом семерки пентаклей, ваше окружение и словно каждого человека рассматривать то в лупу, то в бинокль, и вблизи, и вдали. Могу я доверять или нет? Честен со мной человек или нет? Ну вот какой-то такой старт может проиграться у вас в феврале. Может быть, это совершенно необходимо. Третья карта. Да, возможно, это как на выборе вы стоите. И двойка воздуха или двойка мечей нам говорит о том, что какая-то путаница должна быть устранена. Может быть, вы будете устранять эту путаницу с учетом первой карты так вот спокойно, планомерно. И мы должны на что-то решиться. Путаница не устранится, пока мы не решимся. Нам показано две дороги, два меча. И если два меча, то должен остаться только один или одна дорога. И не случайно, словно один
подсвечен у нас, да, как будто нам показывают тебе направо. Ну, может быть, кому-то и налево, будем говорить, тут по-разному у каждого будет. Но мы не пойдем по двум сторонам одновременно. Выбирать придется. Ситуация выбора, мои дорогие. Может быть, выбор во взаимоотношениях, может быть, у кого-то по работе. Или как сфера деятельности, откуда ко мне будут приходить деньги. Денежный вопрос все-таки он будет на повестке дня достаточно активно проигрываться. Или для вас может стать, как на повестке, опять же, этого месяца, когда два направления совершенно разных. С одной стороны, чему уделять больше внимания? Либо заработкам, работе, деньгам, бизнесу, либо личным отношениям. Когда нужно словно разрываться, мои дорогие. И тогда я вам и должна сказать, вам придется это, скорее всего, совмещать. Вот давайте немножко дополним. Что за ситуацию нам пытаются описать карты? С чем это связано для вас? А тут новое начинание. Кто-то будет из вас обучаться чему-то новому или для себя рассматривать новые варианты сотрудничества. Кто-то из вас может монетизировать даже хобби или какое-то свое ремесло, то, что вы умеете делать сами или своими руками. Или то, чего просит ваша душа. Это как воплотить свою мечту в жизнь. Всегда с нуля мы что-то начинаем. У кого-то может проиграться как новый человек, и вы будете именно в личной жизни новое знакомство. И очень приятное. Я могу допустить, что вы можете сравнивать с прежними отношениями. Тогда вот этого делать не стоит. Не вносите хаос и путаницу в свою жизнь. Но явно обновление вашей жизни, мои дорогие, добрые какие-то новые идеи или возможности. Посмотрите, у вас словно за февраль месяц может... Вот есть такая фраза: «Вся жизнь пронеслась перед моими глазами». У вас нулевой старший аркан и последний старший аркан. И это говорит, как старшие арканы, обстоятельства вашей жизни влияют таки на вашу судьбу. И если мы говорим по аркану Шут, это энтузиазм, но иногда он не сочетается с логикой и практичностью. Так вот, видимо, вразрез какой-то практики вы будете продумывать свои последующие шаги, чтобы перевести вашу задумку или у кого-то построение карьеры, как осуществить какой-то ваш проект или как продолжить, может быть, отношения. А для тех, кто один или одна, как реально, какие шаги я должен предпринять, чтобы, может быть, расширить диапазон общения, чтобы новые люди пришли как минимум в мою жизнь, если это одиночество затянулось, и вы уже чувствуете внутренне, что вы готовы к тому, чтобы жить в паре, или чтобы у вас были вот эти самые душевные партнерские отношения, тогда вы тоже будете продумывать. И я должна сказать, вот то новое направление, которое вы себе наметите в феврале, у вас получится, потому что итоговая карта — мир. Это новый ракурс, пересмотреть взгляды на жизнь. И прекрасная карта в этой колоде — мир. Это внутренняя гармония в нашей душе. И карта нам говорит: уходит тревога, уходит страх, воцаряется именно какой-то внутренний баланс и уверенность. Вот какой-то раздрай в вашей душе будет заканчиваться в феврале, мои дорогие стрельцы. Видимо, внутреннее состояние все карты нам пытались передать. Давайте откроем неожиданности. А вот не упустите, правда, какое-то волшебное время февраля. Для тех, кто один или одна. Для тех, кто в паре, тут, ну что, так карты прописано нам буквально: семья, любовь и радость. Вот, нечего добавить. Ну и десятка кубков. Мы знаем, что это как по максимуму исполнение желаний. Ну, пусть одно какое-то желание исполняется, и вы наполняетесь оптимизмом, радостью, может быть, новым вдохновением. Вообще очень добрый период для вас карты показывают, и даже в неожиданностях, по сути дела, возможности. Да, договариваться, возможно, придется, но на пороге что-то очень значимое в вашей жизни, и будет важно не отказаться. Давайте мы с вами посмотрим, что же вам придется организовывать или адаптировать. Очень интересный расклад. Смотрите, тройка жезлов или тройка огня
Это всегда будущее. Но она описывает тот момент, в котором мы находимся сейчас. И правда, где-то это может совпадать с семеркой Земли в том плане, что перед тем, как запрыгнуть в этот корабль будущего, мы, где-то можем притормозить на последний момент. Но для чего? Для того, чтобы проверить, все ли мы с собой взяли в будущее. А еще это один из символов Меркурия, и это правда исполнение желаний. Это какая-то наша мечта, задумка, цель, которую точно мы сможем осуществить, но это не совсем про февраль, а это именно последующий период жизни. Это где-то наши планы, это наши чаяния, намерения, опять же, и цели, и все получится. Корабль изображен с крыльями, словно сам по себе, или ваша мечта, это как ваш ангел-хранитель или ваша путеводная звезда. Мы, кстати, можем по этой карте изучать языки новые или расширять для себя горизонты какие-то. Вам захочется путешествовать, мои дорогие, не останавливайте себя. Для вас очень важно иметь больше положительных контактов, окружить себя людьми как и надежными, так и искренними, но еще и теми, которые вам приносят тоже вдохновение, чтобы вы чувствовали, что с вами человек на одной волне. Но для этого нужно сделать первый шаг. И шаг это должен быть вами продуман. Вот все три карты, если мы вот эти связываем карты, две колоды, то как раз об этом говорят. И я должна сказать еще, мы ведь спросили, что вам придется организовывать или адаптировать. Адаптировать себя к новой реальности. Или организовывать ваш переезд, если вы его надумаете. Или организовывать рост по карьерной лестнице. Или переводить в какую-то практическую плоскость ваши намерения по заработкам, может быть, как новый вид дохода. У каждого совершенно по-разному. Но обратите внимание, нет прошлого. Все. Как будто прошлое само оттолкнулось от вас. И как раз вот эти две карты говорят о том, что будущее у вас на вашем пороге, которое тебе только приносит радость, вдохновение, внутренний баланс и гармонию. Давайте узнаем дальше. Откроем карты, и у нас это будет означать, что же, какие возможности или какие двери для вас откроются. Наверное, все то, что я до этого сказала. Подтверждает эта карта. У вас выпадает карта Солнца. Какие возможности откроются, на которые вы сами решитесь? Мы только что об этом говорили. И сама по себе карта Солнца, выбора правильного направления. По расстоянию во времени это будет 6-8 месяцев, когда вам придется активно заниматься вашей какой-то задумкой, вашим собственным продвижением, развитием отношений, может быть, партнерских, у кого-то в личной жизни. Но когда сбываются наши мечты, самое главное, нет какого-то сожаления. Здесь именно энтузиазм сам по себе, а еще это карта успеха. И поэтому, правда, вы с чем-то определяетесь, уходит путаница, воцаряется как раз гармония, покой, радость. Нивелируется как и страх, так и тревога, потому что есть какая-то тема и идея, которую стрельцы хотят осуществить. И карта нам говорит, у тебя получится. Но занимаясь даже каким-то любимым делом, вам тоже это будет приносить радость. И если мы спрашиваем, какие возможности открываются, да, неограниченные возможности, важно самого себя определить, что же я буду продолжать, что я буду развивать, а чем я заниматься точно не буду. Может быть, нам приходится оттолкнуться от противного или задать себе вопрос не чего я хочу или что я буду делать, а чего я делать не буду или не хочу я это делать и даже знать и слышать об этом не хочу. И тогда вот подсказка, кстати, придет более правильная. Ведь часто так и бывает, когда мы себе искренне говорим, чего мы не хотим продолжать, или что нам уже набило какую-то оскомину, или что нам попросту надоело. И тогда мы точно для себя прорисуем какой-то план. Ага, а что же нас радует? Или что нас зовет вперед? Вот какие-то такие подсказки. Но старший аркан Солнца вам выпадает, как выпал, точнее, я хоть и убрала эти карты, нулевой аркан. Шут – это энтузиазм, опять же, но это нужно просчитать логически и, может быть, материально тоже, да, математически. Но аркан Мир – это уже какой-то итог. И аркан Солнце – самые одни из лучших арканов, мои дорогие. Давайте мы посмотрим.
Что же нужно вам принять во внимание в течение февраля? А правда какие-то новые начинания? Посмотрите, вам выпадает туз жезлов, туз огня. И в этой колоде карт это не просто наше решение, а это еще решимость. Решимость действовать. Видимо, правда, с чем-то стоит только определиться, и как двери перед вами, они уже готовы распахнуться. Может быть, где-то как дорогой судьбы, какая-то пережитая прежде ситуация вас подводила как раз к какому-то итогу, когда вы себе в каких-то областях или сферах жизни скажете: ну все, баста, я этого продолжать больше не хочу, или я не хочу, чтобы это продолжалось. И здесь нам говорит о чем карта? Мечта реальна. А еще по этой карте идет смелость, свобода и сами по себе возможности, мои дорогие. Но эти возможности перевести нам рекомендуют в практичную плоскость. И уже практически какие-то первые шаги по направлению к своей мечте определенно стоит сделать. У кого-то из вас это может проиграться как какая-то информация, получение документа или какая-то новость, ваш внутренний инсайт, но тут действительно что-то проясняется, встает на свои места. Но я не могу сказать, что это происходит само. Не случайно все же у вас двойка мечей выпадала, и мы сказали, в двух направлениях мы не пойдем. Либо, смотря чего касается, нам придется это объединить в какой-то красивый узор, а если это действительно касается вопрос каких-то вещей полярных, необъединимых, тогда нужно будет принимать важное решение. Какой-то выход из лабиринта тогда вы должны найти. Давайте узнаем, от чего вы можете отказаться или будете трансформировать. Ну вот как раз по этой карте мы можем и отказаться, и устремиться вперед. По этой карте, обратите внимание, сам ангел выходит навстречу. И поэтому какие-то возможности перед вами на самом деле открываются. Но, к примеру, мы подводим под прошлым тоже какой-то итог. Мы не ждем того, кто не придет. Вот мы с вами с этого начинали. Или, если это касается ожидания, как я говорила, регламента документов, соглашений, то тогда, скорее всего, у вас тоже этот вопрос прояснится. В зависимости от того, как это прояснится, вы все равно идете вперед. Тут ситуация выбора какая-то, она явно присутствует в вашей жизни. И как только вы сделаете этот выбор, высшие силы перед вами, как я уже говорила, открывают новые возможности. Но мы можем передумать что-то. Надеемся мы сами на себя по этой карте. Здесь высшие силы готовы вас поддержать, мои дорогие стрельцы. Но и ваши действия, они должны быть продуманы. Потому что по этой карте мы еще готовы чему-то учиться. Или мы какие-то новые навыки словно впитываем в себя. Мы понимаем, реальность меняется, и нам нужно меняться именно с учетом этой реальности. Но самое главное – прогресс, идти вперед. И поэтому в зависимости от того, что помогает вашему прогрессу или в отношениях, кто смотрит с вами в одном направлении, кто с вами готов идти вперед, а какие отношения, может быть, не откликаются таким же взаимообменом, как это вы предполагали бы, или партнер не вкладывается, или не открывает свое сердце, свою душу, а держит вас в какой-то непонятной ситуации, или вам захочется, наоборот, выйти из подвешенного состояния, или из двойственных отношений. Я такое тоже могу предположить, потому что вот вы в чем-то можете окончательно поставить точку. Но и также я допускаю, что вы можете, может быть, с партнером, со своим, и договориться, прояснить какой-то вопрос. И здесь будет у каждого по-разному. Либо вы объедините в один красивый узор, повторяюсь, либо каждый пойдет своей дорогой. Здесь не будет общего знаменателя. Я так думаю, что здесь у каждого будет какая-то своя история. Давайте я достану еще одну карту. Туз воды. Вот нечего сказать. Ваш путь, мои дорогие, в сторону счастья. И, кстати, это морской конек. Когда-то прежде морской конек был еще один из символов материального благополучия. Потому что, наверное, как по Венере, мои дорогие, и по ее петле. А Венера ведь это не только про любовь. Это еще и про материализм, это деньги. Поэтому, вот, наверное, там, где любовь, там и материальное благополучие приходит. Там, где материальное благополучие, тогда нужно обязательно
добавлять или искать себе, может быть, партнера, даже если вы удачны в бизнесе, но вы одиноки именно. Но не может быть однобоким счастье. Примите во внимание где-то, может быть, это тонкая подсказка. Значит, сфера личной жизни вами тоже должна быть не упущена, а приведена, опять же, в какой-то баланс, в красивый узор, мои дорогие. Но вообще добрые очень энергии, 2 туза. Здесь и как дела, работа, бизнес, так и личная жизнь. Карта совет. А вот на что-то решиться, с другой стороны, и учиться. Это у нас паш жезлов, и любой паш – это какое-то начинание. Не случайно нулевой старший аркан у вас выпадал. И начало какого-то нового проекта, начинай. Это карта креативности, или мы говорим карта создателя, карта автора. И, может быть, вы пишете книги, может быть, вы рисуете, тогда карта будет говорить: заяви о себе миру. Не пиши, например, да, какие-то книги в стол, а может быть, попробуй их опубликовать. Или свое творчество, вдохновение тоже передай людям. Это именно может каким-то образом откликнуться и быть для вас полезным. Или, может быть, к вам через какой-то ваш личный энтузиазм и мотивацию ваши энергии будут считываться другими, и перед вами откроются больше возможностей. Потому что договориться или, в принципе, где-то карта говорит, не сиди в одиночестве, не надейся на какой-то его величество случай. Для вас самое главное не быть просто в состоянии ожидания, а общаться с людьми, может быть, узнавать что-то новое, заводить новых друзей, мои дорогие стрельцы. Вот это все важно. Расширять горизонты, отправиться в путешествие, дополнить себе самому или самой какой-то, ошеломляющий проект, то, что вы думали, к примеру, у меня не получится, или не, это мои какие-то мечты, они беспочвенны. Допустите, что мечты наши могут сбываться. Вы сами в себя позвольте войти каким-то добрым, положительным энергиям, которые вас словно могут закрутить в каком-то таком прекрасном водовороте событий, и вам понравится жить. Вот вы именно с этой динамикой, нежели быть в периоде какого-то ожидания, ведь на кону ваше солнце. Перекладывайте на себя, мои дорогие стрельцы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.